Это один из вариантов настройки задней бабки. Как можно сделать так, чтобы осевая задней бабки совпадала с осевой передней бабки. И тем самым сверление и всякие работы были точными. Прежде всего нужно нужно точно удостовериться, что эти две бабки осевые, этих двух бабок находятся в одной плоскости горизонтальной. Для этого вы при первой установке, настройке проверяете вот таким способом. Выставляете индикатор, замеряете верхнее положение и, переворачивая, смотрите снизу, замеряете нижнее положение. Оно должно совпадать, какое сверху, такое снизу. Бабка может находиться либо чуть выше, либо чуть ниже осевой. Это не страшно, это регулируется. В данном случае вот эта часть у меня была выше где-то на 0,2, чем осевая передней бабки. Но она совпадала с высотой оси у передней бабки стандарта ER16. Поэтому я здесь просто фрезеровал до тех пор, небольшими съемами по сотке, по две, до тех пор, пока это все не совпало. А эту плоскость регулировать уже гораздо легче. Сначала установили индикатор, вертикальное положение, и проводим конус. Вот он коснулся, стрелку отодвинул, можно выставить где-то примерно на 0, и зафиксируем P0. И потом двигаем через рычажок индикатора. Наивысшая точка будет примерно вершиной. Где-то тут. И вращаем индикатор. Видно, что отклонилось на 0,04. Для этого, для компенсации, сдвигаю сдвижную часть бабки, проверяю верхнее положение. Вверх-вниз. Можно в круговую и сравнивать. Хотя в силу каких-то неровностей показатели, например, у меня вправо-влево могут быть равномерно отклоняться от нуля. Но так как они равномерно отклоняются, то ничего страшного. Главное, чтобы вертикальная, горизонтальная плоскость совпадала. Вот я прокручиваю. Насколько я вижу, здесь все в нуле. Таким образом, обкатывая в круговую, можно удостовериться, что вот этот конус точно находится на осевой. И дальше затягиваю стопорный вот этот винт. И единственный момент: при затяжке винт смещает подвижную часть, и нужно убедиться, что она либо смещается чуть-чуть, либо стоит неподвижно стрелка. Вот я сейчас затягиваю, он где-то уходит на 100. Это довольно, неприятный процесс при затяжке, но контролируем. Я вижу, что отклонялось в пределах 100, теперь отклоняется уже в другую сторону, в пределах где-то 200. Поэтому возвращаю снова. Отпускаю и возвращаю на 0.
Вот, стрелка почти не двигается. Ну, сейчас она в пределах сотки. Вот теперь отклонения нету. Ну, на самом деле здесь не видно. Видимо, у конуса есть какие-то шероховатости, неровности. Он показывает 0 сейчас у меня в этом положении. В этом 0 показывает. Но при отклонении здесь он выходит на несколько соток в сторону. А сейчас не уходит. Сейчас ровно находится на нуле во всех положениях. То есть при настройке по конусу пиноли задней бабки учитывайте ее неровность саму. Неровность самой поверхности. Не формы, а поверхности. Сейчас у меня теперь 0 при обкатке по всей поверхности. Ну и, соответственно, можно считать, что настройка завершена. Смещение этой бабки нужно не только для регулярной настройки, для сверления. Это очень хорошая функция, которая позволяет точить в центре. То есть, когда здесь стоит еще один конус, поводок, и можно смещать вот эту подвижную часть задней бабки и отклонять деталь, цилиндрическая форма, в нужные стороны и получать очень длинные конуса. Те, которые нельзя проточить при помощи поворотной каретки. Ну вот, собственно говоря, и все. Должно получиться при сверлении что-то вроде этого. Когда при нормальной заточке сверла двухперого сверла должно идти 2 ручья стружки. На этом все.